Дорогие друзья, здравствуйте! С вами доктор Дмитрий Шеменков, и у нас сегодня с вами второй урок нашего вводного курса «Система управления здоровьем». Он будет посвящен сообществу, социальным сетям и значению, которое сообщество имеет для нашего здоровья. Начать я хотел бы с того, что процитировать закон один физиологический. Мой учитель, академик Академии медицинских наук СССР и Российской академии медицинских наук Константин Викторович Судаков сформулировал физиологический закон голографического единства мироздания. От атомного до космического уровня функциональные системы более низкого уровня, иерархия, отражают в деятельности своих элементов деятельность объединяющих их функциональных систем более высокого уровня. А последние, в свою очередь, программируют деятельность субординационных или вложенных функциональных систем. Например, мы сейчас с вами представляем из себя социальную систему. Мы сообщество людей. И цель наша общее стремление к здоровью конкретно именно сейчас программирует мое поведение. И все системы моего организма, которые являются субсистемой по отношению к уровню организма, отвечают цели социальной, которая нас сейчас с вами связывает. Мои мышцы, мои внутренние органы, бронхолегочная система, кровеносная система, они все работают на достижение одной цели. То есть с точки зрения физиологии это вполне понятно и очевидно. Но если мы поймем, что наше здоровье в том числе программируется со стороны вышестоящих систем, это нам откроет настоящий такой действительный путь к здоровью. И информация об этом вполне широко известна, в том числе и в классической литературе, в классической среде. Так, по исследованиям Всемирной организации здравоохранения, всего лишь 10% нашего здоровья зависит от генетики, 10% от медицины, 20% от окружающей среды и целых 60% зависит от нашего поведения, социального окружения. Но если учесть то, что и окружающая среда, которая, в общем-то, тоже зависит от нашего поведения, социального окружения, получается где-то около 80% факторов непосредственно связано с средой, которая нас окружает, с людьми, которые нас окружают. Вот. Но в ряде исследований, в частности интереснейших исследованиях, проведенных в американском городе Розетта, было так называемое розеттское исследование, когда выяснено было, что люди живут на 30-35% больше в этом городке Розетта, в этом поселении. Стали изучать факторы, почему так происходит. Думали, что, возможно, они спортом занимаются, или там какое-то особое у них питание, или, может быть, экологическая эта обстановка. Но выяснилось то, что и спортом они не занимаются, питание у них даже, можно сказать, и нездоровое, то есть много жирного там было, алкоголя. Экологические факторы тоже исключили, потому что рядом аналогичное поселение было, и такой же источник воды, пищи, всего остального, и, в общем-то, продолжительность жизни была на 30-35% меньше, чем в Розетта. И при глубинном анализе, при дальнейших исследованиях группа американских ученых пришла к выводу, что именно социальная структура, именно социальный иммунитет играл лидирующую роль, то есть для увеличения продолжительности жизни. То есть в этой группе людей, вообще в любых группах людей, наше сообщество, наша социальная структура играет такую определяющую роль, лидирующее значение имеет для программирования нашего с вами здоровья. Об этом же говорит недавнее исследование, которое было проведено в Институте мозга и когнитивных процессов человека общества имени Макса Планка в Германии. Выяснили в Институте мозга, что стресс может быть заразительным. И, собственно говоря, это исследование, которое продолжает, по сути, череду исследований, проведенных в Академии медицинских наук нашей, в Российской академии медицинских наук под руководством Константина Викторовича Судакова. В этих исследованиях было показано, что существует такое явление, как эмоциональный дистантный резонанс. То есть мы передаем наше самочувствие, состояние на расстояние, причем на далекое достаточно расстояние. Все это, конечно, способность передачи такой зависит от степени нашего родства, близости, от наличия общих целей с человеком. И каждый из нас это тоже знает на примере. Когда, например,
заходите на кухню, где только что кто-то ругался, а дверь была закрыта, и вы даже не знаете, что кто-то там ругался, и вот вы заходите и физически чувствуете, как в воздухе разлито напряжение. Вот это вот и есть передача стресса на расстоянии. Понятно, что стресс передается не весь, то есть вы не в равной мере ощущаете то, что переживает человек на самом деле стрессующий, но по данным исследованиям Института мозга Макса Планка, вот в эксперименте, который поставила Вероника Энгерт и ее коллеги, было показано, что стресс передавался в 26%. То есть 26% этого стресса, по сути, передается вот в сообществе, в группе людей, которые так или иначе участвуют в этом процессе. Были вот интересные публикации на этот счет. И больше всего, наверное, больше вклад в эту проблему, значение сообществ для нашего здоровья внес профессор Николас Кристакис. Это профессор медицинской социологии в прошлом Гарвардского университета. Сейчас он в Ель перешел и занимается той же самой проблемой. Вот он в Гарварде руководил лабораторией природы человека. Сейчас, еще раз повторюсь, он в Ельском университете аналогичное исследование возглавляет и подразделение. И вот он показал, что в исследованиях на большой популяции людей, на так называемом фрамингемском исследовании, изучая социальную структуру, он доказал, что, я даже процитирую его, что многие аспекты здоровья, как физического и морального, определяются окружением человека, его непосредственным контактом. И вот цитата. «Все мы – части социальных сетей, а это значит, что волны от событий, происходящих с другими людьми, неважно, знакомы ли мы с ними или нет, расходятся по сети и доходят до нас. Внимание! Ключевой фактор, определяющий наше здоровье, это здоровье окружающих». Ну вот, собственно говоря, это, наверное, такая квинтэссенция того, что я вам хотел сказать. С физиологической точки зрения, наше с вами поведение, то, что с нами вообще, в принципе, по жизни происходит, включая наше с вами здоровье, программируется здоровьем людей, которые нас окружают. Это чрезвычайно важно понимать. Дети Маугли, которые попадали в лес и в раннем возрасте, не вырастали человеком. Они не программировались средой в достаточной степени так, чтобы вырасти человеком. Ни один из них не стал человеком. Поэтому для нас, для восстановления здоровья, вот эта информация носит решающее значение. Поодиночке, каждый сам по себе, мы не можем стать более здоровыми. Вот это принципиально важно понять, осознать. То есть мы можем, безусловно, совершать разного рода усилия, но так или иначе они эффективны будут только если мы будем представлять из себя сообщество, группу единомышленников, объединенных общими целями. И мы, безусловно, на последующих уроках продлим вот эту логику, мы добавим определенные научные факты, которые нам позволят глубже понять, почему так и какие могут быть практики, какие могут быть решения. Но для текущего момента, на котором мы находимся, для нас очень важно представлять из себя сообщество людей, объединенных общей целью. Цель мы разбирали на прошлом уроке, осознавали, какое значение она имеет, в том числе для нашей жизни. Так вот, сообщество само по себе, оно играет определяющее значение. Те сообщества, частью которых мы являемся, в которые мы входим, степень их здоровья, этих сообществ, распространяется, собственно говоря, и на нас. Поэтому для того, чтобы мы могли приблизиться к управлению здоровьем, для того, чтобы мы могли в полной мере, полноценно интегрировать в свою практику управления здоровьем, мы создали сообщество. И система управления здоровьем из себя представляет не просто способ восстановления и поддержания здоровья, а это еще и сообщество людей. По-хорошему, сама по себе система управления здоровьем – это набор навыков неких, которые только поначалу выглядят как практика. Ведь эта практика, она нас возвращает к нашей собственной природе, к нашему естеству. И однажды, вернувшись к своему собственному естеству и став частью сообщества, у нас не будет как таковой потребности в каких-то особенных специальных действиях. То есть мы используем практику только на первых этапах входа в систему управления здоровьем, даже этот термин практика используем для формирования стереотипа. И вот на первых шагах погружения в управление здоровьем я вам всем очень сильно рекомендую стать участниками сообщества, для которого даже специально сделана социальная сеть. Найти ее очень легко. Это
SAS Community, SU английское Z.community, то есть такое английское слово. Но вот вы увидите на видео, мы сейчас где-то разместим ссылку на сеть. Вот. И есть, конечно же, группа у нас и в социальных сетях других. Вы можете найти тот инструмент, который для вас удобен. И, безусловно, то сообщество, которое вас уже сейчас окружает, так или иначе является вашим сообществом здоровья. Это тоже важно понимать. Чем более здоровым будет сообщество людей, которые вас окружают, тем более здоровыми будете вы. Поэтому рано или поздно вот та информация, которую вы слышите, тот опыт, который вы здесь получаете, он может сыграть вот эта информация, этот опыт могут сыграть очень полезную роль для и вашего сообщества в том числе, и для вас самих. То есть по мере получения и развития вашего личного опыта, обучения здоровью и прохождения через обучение здоровью, вы можете делиться этим опытом, как своим личным, уже с людьми, которые вас окружают. И тем самым вы не только будете частью сообщества СУЗовского, но и вы постепенно будете трансформировать то сообщество, которое вокруг вас находится. И вы, следуя сами здоровой цели, находясь в группе единомышленников, вы можете распространять вот это влияние здоровое на людей, которые вас окружают совершенно естественным образом, просто рассказывая о своем личном опыте. Поэтому сообщество как механизм играет принципиально важное значение, и поэтому мы ему именно сообществу посвятили второй урок. Итак, домашнее задание: зарегистрироваться в сети SAS Community и посмотрите вокруг себя на те сообщества, частью которых вы являетесь. Осознайте, что именно эти сообщества, именно то, что они из себя представляют, программирует вас. То есть каждое сообщество, часть которого вы являетесь, с которым вы контактируете, каждое мгновение времени мы постоянно общаемся с какими-то сообществами через людей отдельных, безусловно. Каждый человек и каждая цель, вокруг которой мы общаемся, является элементом сообщества. Даже общаясь с одним и тем же человеком, мы можем общаться с разными сообществами вот, в разные интервалы времени. Поэтому, рассматривая, проглядывая, анализируя то, как вы общаетесь, с какими сообществами и как это отражается на вашем самочувствии, вы сможете глубже и шире взглянуть на свою собственную жизнь и осознать то огромное значение, которое имеют сообщества в нашей жизни. Поэтому еще раз завершаю. Практика — это зарегистрируйтесь, пожалуйста, в социальной сети SAS Community, с одной стороны, а с другой стороны начните осознавать, отслеживать, общаясь с разными людьми, с каким вы сообществом конкретно прямо сейчас общаетесь и как это отражается на вашем здоровье, как меняется ваше самочувствие. Это вас воодушевляет, это вас приближает к вашему любимому дню, к вашей цели, или это наоборот вас отдаляет. Вот, собственно говоря, ваше эмоциональное состояние — это очень чуткий барометр вашей системы взаимоотношений с сообществами. Начните наблюдать, и увидимся на следующих уроках школы СУЗ.